Всем привет! Всем доброе утро! Сегодня я хочу вам показать свой уголочек отдыха, клумбу с гортензиями, в общем, цветочки, которые у меня еще цветут. Это у нас уголочек отдыха, качелька, клумба с гортензиями. Сейчас гортензии настоящее чудо. Смотрите, какая красота! Это древовидная гортензия Аннабель. Ей 2 годика. Позапрошлом году я ее высаживала. Она еще не очень большая. И смотрите, какие шапки цветов. Это просто чудо. Вот такая красота. Ставила опору и немножечко расшевелила. Поэтому не очень красивый вид. Опору нужно ставить, когда она еще только начинает расти, чтобы не поломать потом ветки с бутонами. Я уже ставила опору, когда появились бутоны, и немножко ее расшевелила, и вот получилось такой не очень опрятный вид. Хамелеон. Вот они у меня такие. Этим гортензиям всего годик. Кустики не очень большие, но огромные шапки цветов. Это просто чудо. Смотрите, какие огромные. Гортензии у меня перезимовали в грунте, а весной они у меня очень хлорозили. Я их пересадила на новое место, проливала удобрением, и от хлороза, вот эта гортензия у меня не хлорозит, она очень хорошая. Эти немножко хлорозят, но сейчас на данный момент боюсь обрабатывать, чтобы не повредить цветы. Здесь же у меня находятся колиусы. Такой колиус, такой, красота какая. И вот уже начинают расцветать. Колиусы огромные, но это еще не предел. Они будут еще расти все лето. Они уже начинают расцветать, но цвет лучше убирать у колиусов. Цветы у них невзрачные, вся красота в декоративности листьев, и цвет будет задерживать их развитие. И огромные хосты. Такая хоста уже начинает расцветать нежными сиреневыми цветочками. Ой, я гортензиями не могу налюбоваться. Такая красота, смотрите. Ну как не любить вот такое растение? Удобрения для гортензии я использую комплексные, универсальные, в которых есть азот, фосфор и калий. Проливаю 1 раз в неделю подкисленной водичкой, 2 чайные ложечки простого 9% уксуса на 10 литров воды. Всего 1 год. Если я правильно сохраню их зимой, то эти кусты будут огромными. И огромные цветы. Я не могу налюбоваться такими цветами. Вот так смотрится клумба
Небольшая клумбочка с гортензиями возле зоны отдыха. Смотрите, здесь у меня небольшие цветочки. Еще не цвели петуньки. И вот так у меня цветут пеларгонии. Это зональные пеларгонии. Здесь же были пионы. Пионы уже отцвели. Буду осенью их пересаживать, обновлять. Агератум, колеусы и бальзамины. Агератум уже расцвел. Вот такие кустики. Такая красота. Нежненькая красота. Подкармливаю я их раз в неделю удобрениями. И подкармливала зеленым удобрением. В общем, чередую зеленое удобрение, куриный помет, комплексное удобрение универсальное. Такие бальзаминчики уже огромные бальзамины. Смотрите, какие толстые стебли. Вот так цветут бальзаминчики. С одного стебля уже очень много дополнительных стеблей, отростков. И на каждом есть цветы. При посадке мульчировала соломой. Решила солому не убирать, так как у меня здесь сильное солнце на этой клумбе. С утра и до вечера палящее солнце, а сейчас такая температура больше 30 градусов. И чтобы почва под ними не пересыхала, я мульчу решила не убирать. И колеусы рядышком тоже уже цветут. Надо пройтись, поубирать цветоносы. Колеусам лучше расти в тени. Вот в тени они у меня растут лучше, чем на ярком солнце. Вот такие они еще маленькие и очень плохо растут. Здесь у меня петунья богиня. Она только начинает расцветать. Только-только. Так стоит. Но агератум это просто чудо. Нежность. Маленькая нежность. Пушистая нежность. Розы повторный цвет будет примерно в августе. Они опять обильно зацветут. Вот такая красота. Все подкармливаю, постоянно подкармливаю. Раз в неделю обязательно проливаю каким-нибудь удобрением. Вот цветет ромашка, невяник. Огромный куст, просто огромный. Вот мне по пояс. Вот такой огромный, красивейший куст. Больше метра в высоту. И рядышком такой же огромный по высоте эхиноцеи пурпурной. Вот такие цветочки, но она еще не полностью расцвела. Цветы как восковые, такими колючечками. Тоже очень-очень красиво. Расцвела лилия.
Лилии очень красивые, благородные цветы, но у меня их, к сожалению, всего 2. Одна у меня здесь совсем в винограде. Забил ее куст эхиноцеи и ромашки. Поэтому я ее, когда она цветет, пересажу на солнечное место. Такие петуньи. Но я их недавно обрезала. Каждое утро я хожу, обрываю цветы, которые отцвели, чтобы они не тянули лишнее питание. Сейчас они у меня не очень обильно густятся, потому что я их недавно обрезала, формировала. Вот такая нежность. Здесь у меня посажен бадан. Это он у меня первый год. Только недавно я его высадила. Было всего по 2 листочка. Вот уже вот такой нарос. Это вечно зеленое растение. Зимой оно не пропадает, просто опускает листья, подмораживается. Весной восстанавливается и растет дальше. Вот такая красота. И хочу показать вам свои кашпо, которые я готовила вместе с вами. На моем канале есть видео, как я высаживала эти кашпо с ипомеями, колиусами и лобелией. Стояли они у меня на окнах, но на окнах им было некомфортно. Поворачивалось солнце после обеда, их сильно палило на окнах, все опускалось, ночью опять подымалось. Ну, в общем, я решила их переставить в такое затененное место, и сейчас они очень прекрасно себя чувствуют. Вот такие уже у меня ипомейки, и они будут расти еще больше. Вот такие колиусы. Вот смотрите, колиусы, которые были на солнце, они совсем не растут. И которые стоят в тени. Смотрите, какие огромные уже колиусы. Лобелейка расцвела. Но это лобелия из простых семян, поэтому у нее не очень обильный цвет. Лобелия из профессиональных семян, она пышнее, компактнее куст, пышнее и покрупнее цветы. Но все равно очень красиво смотрится. Такие уже огромные кусты ипомей. Вот эта ипомейка у меня болеет, и я не знаю, что это за болезнь. Я не могу найти в интернете. Может, кто знает, что это за болезнь ипомеи. Я уже ее сбрызгивала и от мучнистой, и от паутинного клеща. Я думаю, может ее пережгло солнце, что такие ржавые листики стали. Ну вот не знаю, что это за болезнь. Рядом ипомейки нормальные, а вот одна из них болеет. Может, кто знает, что это за болезнь такая, напишите в комментариях. Может, знаете лечение такой болезни. Вот еще раз покажу. Вот смотрите, по листу вот такие ржавые пятна. А так, я своими кашпо довольна очень. Но лучше ставить в тени. Здесь у меня бегонии. Они еще маленькие, но растут и развиваются. Вот так они смотрятся. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Пусть у вас все будет хорошо. Радуйтесь каждому новому дню. Пусть каждый день приносит вам
радость, благополучие, достаток. Пусть ваши растения приносят вам радость и душевное спокойствие. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.